Вы наклоняетесь, чтобы поцеловать свою кошку в лоб или прошептать ей что-то ласковое, пока она сладко потягивается после дневного сна. Но в тот момент, когда она открывает рот, чтобы издать нежное мяу или зевнуть, вас буквально отталкивает резкая волна неприятного запаха. Вы в шутку морщите нос, называете ее вонючкой и отстраняетесь. Но за этой маленькой бытовой неприятностью часто скрывается нечто гораздо более глубокое и тревожное. Правда в том, что неприятный запах изо рта у кошки это не просто эстетическая проблема и не естественная черта хищника. Это громкий сигнал, СОС, который организм вашего питомца посылает в надежде быть услышанным. Пока вы привыкаете к этому запаху, внутри крошечного рта может разворачиваться настоящая биологическая драма, подрывающая здоровье всей иммунной системы. Сегодня мы разберем, почему дыхание дракона становится реальностью для большинства домашних кошек и изучим проверенные ветеринарами способы, которые помогут вернуть свежесть, что более важно, здоровье вашему любимцу. Глава 1. Анатомия запаха. Почему это происходит? Самое распространенное заблуждение владельцев заключается в том, что плохой запах– это следствие рыбной диеты или просто особенность возраста. Но ветеринарная практика говорит об обратном. Подавляющее большинство случаев неприятного запаха галитоза вызвана стоматологическими заболеваниями. Давайте заглянем под губу вашего питомца, как это делают врачи. То, что вы видите в начале, это легкий желтоватый налет на внешней стороне зубов. Это платок. Зубная бляшка скопления бактерий, которые активно размножаются во рту. Если этот налет не удалять, он затвердевает и превращается в зубной камень, тартар. Этот камень становится домом для миллиардов бактерий, которые выделяют продукты жизнедеятельности с тем самым резким, гнилостным запахом. Но запах– это только верхушка айсберга. Бактерии не останавливаются на поверхности зуба. 1. Гингивит. Вы можете заметить тонкую красную полоску вдоль десен. Это воспаление, вызванное бактериями, которые проникают под десну. 2. Форл. Резорптивное поражение зубов кошек. Это крайне болезненное состояние, при котором зуб начинает разрушаться в месте его соприкосновения с десной. Это вызывает сильное воспаление и вторичную бактериальную инфекцию, которая пахнет особенно интенсивно. 3. Абсцесс корня зуба. Инфекция уходит глубоко в корень, создавая очаг гноя, который отравляет дыхание. Существуют и другие, более редкие причины. Иногда запах может напоминать аммиак, это часто указывает на заболевания почек, при которых продукты обмена не выводятся из организма, а начинают выделяться через слизистые. В таких случаях кошка обычно выглядит вялой и начинает пить гораздо больше воды. Но если ваша кошка в остальном активна, корень проблемы почти наверняка кроется в ее пасти. Глава 2. Стоматит и бактериальный дисбаланс. Иногда мы сталкиваемся с чем-то более серьезным, чем просто налет. Это филинный стоматит– выраженное воспаление всей слизистой оболочки рта. Когда вы приподнимаете губу такой кошки, вы видите ярко, красную, воспаленную плоть даже там, где нет зубов. Ученые полагают, что это сочетание аутоиммунной реакции и вторичной бактериальной инфекции. Организм кошки начинает чрезмерно реагировать на зубной налет, запуская цикл бесконечного воспаления. Запах при стоматите становится невыносимо сильным. Но есть и еще одна скрытая причина – бактерии на языке. Это особенно актуально для кошек, которые едят только мягкий влажный корм. Частицы пищи застревают в ворсинках языка, становясь идеальной питательной средой для плохих бактерий, которые вырабатывают зловонные газы. Даже если зубы кошки выглядят относительно чистыми, ее язык может быть настоящим рассадником запаха. Глава 3. Чудо кокосового масла. Если идея чистить кошке зубы щеткой кажется вам невыполнимой миссией, а для большинства владельцев так оно и есть. Природа предлагает элегантное решение–
Кокосовое масло. Это не просто популярный продукт для здорового питания. Кокосовое масло– это мощное природное антибактериальное и противовоспалительное средство. В человеческой медицине существует практика coconut pulling– полоскание рта маслом для удаления бактерий. Тот же принцип работает и для кошек, и, что самое важное, оно им обычно нравится на вкус. Как это использовать? Вам не нужна щетка. Просто нанесите небольшое количество кокосового масла на кончик пальца и аккуратно вотрите его в десны кошки, там, где зубы соприкасаются со слизистой. Это поможет снять легкое воспаление и подавить рост бактерий, вызывающих запах. Для кошки это будет приятным лакомством, а для ее рта– целебной процедурой. Глава 4. Пробиотики «Война миров во рту». Мы привыкли думать о пробиотиках как о средстве для пищеварения, но новая эра исследований показывает, то, какие бактерии живут во рту вашей кошки, определяет запах ее дыхания. Если во рту доминируют патогенные микробы, запах будет ужасным. Наша задача – заселить пасть хорошими парнями. Особенно важными считаются виды лактобациллюс, например, лактобациллюс рhamnosus. Секрет применения. Просто проглоченная капсула пробиотика не поможет зубам. Чтобы это сработало, нужно открыть капсулу и рассыпать порошок прямо поверх влажного корма. Кошка будет слизывать еду, и полезные бактерии распределятся по всей ротовой полости, вступая в борьбу за территорию с бактериями, вызывающими запах. Ветеринары рекомендуют делать это ежедневно в течение 60 дней, чтобы увидеть реальные изменения в состоянии десен и свежести дыхания. Глава 5. Морские секреты и пчелиный клей. Еще одно мощное средство – это бурые водоросли, Ascophyllum nodosum, известные многим как добавки против налета. Эта морская трава обладает уникальными антибактериальными свойствами. Достаточно добавлять всего четверть мерной ложки на каждые 4,5 кг веса в еду раз в день. Это средство работает не на всех, но для многих кошек оно становится спасением, постепенно размягчая зубной камень и уничтожая бактерии. Но если десны кошки уже красные и воспаленные, нам нужно нечто более сильное, и это прополис или пчелиный клей. Прополис – это, пожалуй, лучший природный антибиотик. Он обладает одновременно и противовоспалительным, и антибактериальным эффектом. Варианты применения. 1. Спрей. Можно приподнять губу и брызнуть немного прополиса прямо в пасть 1 раз в день. 2. Капсулы. Если десны сильно воспалены, можно добавлять около 100 мг порошка прополиса в еду ежедневно в течение 14-21 дня. Это природная альтернатива стероидам и синтетическим антибиотикам, которая часто дает удивительные результаты в борьбе с запахом и инфекцией. Глава 6. Коллоидное серебро и зеленый чай. Для тех, кто ищет проверенные холистические методы, существует коллоидное серебро, микроскопические частицы серебра в воде, обладающие выраженными антисептическими свойствами. Несмотря на споры в конвенциональной медицине, многие ветеринары отмечают отличные результаты при лечении гингивита у кошек. Достаточно одного пшика из спрея на каждую сторону челюсти 1 раз в день в течение 2 недель, чтобы заметить уменьшение красноты и запаха. Но, пожалуй, самым доступным и мягким средством является обычный зеленый чай. Исследования подтверждают, что полоскание рта зеленым чаем значительно снижает воспаление десен. В нем содержатся катехины, природные антиоксиданты с антибактериальным эффектом. Как сделать ополаскиватель? Заварите 1 чашку качественного зеленого чая, дайте ему настояться и полностью остыть в течение 20 минут. Используйте маленький шприц, без иглы, чтобы аккуратно впрыснуть около 1 мл чая на верхнюю и нижнюю линии десен с каждой стороны. Кошка может проглотить немного, это абсолютно безопасно. Минимальное содержание кофеина в таком объеме не нанесет вреда, а польза для десен будет огромной. Глава 7. Биологический хак с лижущим ковриком. Иногда
решение проблемы оказывается механическим, а не химическим. Помните, мы говорили о бактериях на языке? Владелец кошки по имени Кэссиан обнаружил простой лайфхак, который изменил все. Если ваша кошка ест мягкий корм из обычной миски, она просто заглатывает его, и ее язык остается грязным. Но если вы начнете использовать специальный коврик для лизания, ликимат, с мелкими резиновыми выступами и ворсинками, ситуация изменится. Когда кошка слизывает влажный корм, впрессованный в этот коврик, она вынуждена интенсивно работать языком. Эти мелкие выступы работают как щетка для языка, механически удаляя налет и бактерии. Это простое изменение способа кормления может сделать дыхание кошки значительно чище за считанные дни просто за счет очистки поверхности языка. Глава 8. Когда пора к врачу? При всем могуществе натуральных средств мы должны быть реалистами. Если у вашей кошки запущенный стоматит, форл или глубокие абсцессы, никакое кокосовое масло не заменит профессиональную помощь. В тяжелых случаях кошкам требуются экстракции, удаление зубов или иммуносупрессивная терапия. Иногда единственным способом избавить кошку от мучительной хронической боли и жуткого запаха является удаление пораженных зубов. Но даже в таких сложных ситуациях можно рассмотреть каннабиноиды как средство для модуляции иммунного ответа и уменьшения воспаления без тяжелых побочных эффектов стероидов, забота, которую можно почувствовать. Неприятный запах изо рта у кошки – это не повод для шуток, это повод для действий. Тот факт, что вы ищете способы помочь, изучаете пользу зеленого чая или пробиотиков, говорит о том, что вы внимательный и любящий хозяин. Ваша кошка не может сама почистить зубы или пожаловаться на боль в деснах, она полностью полагается на вашу проницательность. Начните с малого. Попробуйте коврик для лизания, добавьте пробиотики в еду или сделайте чайную процедуру вечером. Эти маленькие шаги не только вернут свежесть дыханию вашего питомца, но и, возможно, избавят его от скрытой боли, о которой он молчал годами. Берегите своих маленьких сородичей. Наблюдайте за их зубами так же внимательно, как за их аппетитом. Ведь здоровье начинается с того, что попадает в рот, и с того, в каком состоянии этот рот находится. Напишите в комментариях, пробовали ли вы когда-нибудь натуральные средства для зубов вашей кошки? Что сработало в вашем случае? Давайте делиться опытом, чтобы наши кошки жили долго, счастливо и со свежим дыханием. До встречи в следующем видео.